Привет! Меня зовут Лена. На моем канале много рецептов полезных конфет. Их основные ингредиенты – это орехи и сухофрукты. По вашим просьбам я решила сделать видео о том, как правильно их выбрать и обработать. Сегодня речь пойдет о сухофруктах. Сухофрукты – это источник витаминов, кислот и минералов, необходимых в ежедневном рационе человека. Засушенные ягоды и фрукты богаты пектином, магнием, кальцием, железом, витаминами А, группы В, П и многими другими. Для того, чтобы получить от сухофруктов только пользу, нужно знать некоторые особенности их выбора и обработки. При этом неважно, покупаете вы на развес или в упаковке. Любые сухофрукты нужно обработать определенным образом. Итак, первое, что нужно сделать, это правильно выбрать сухофрукты. Что здесь важно учесть? Первое – это цвет. Натуральная курага не может быть ярко-оранжевая. Она должна быть коричневая или темных серовато-оранжевых оттенков. В ярко-оранжевой кураге точно добавлены красители. Светлый изюм также должен быть коричневым или темно-золотистым. При высушивании он не может остаться светло-желтым. Натуральный темный изюм бывает черного цвета с голубоватым налетом. Второе, на что нужно обратить внимание, это поверхность сухофруктов. Очень часто встречаются блестящие сухофрукты, будто покрытые маслом. Действительно бывает, что производитель обрабатывает сухофрукты глицерином или жиром не лучшего качества, который совсем не стоит употреблять внутрь. Финики с глянцевой поверхностью, скорее всего, вымачивались в сахарном сиропе. Я покажу вам два разных финика для сравнения. Вот такие глянцевые с жирным блеском и трещинами брать не стоит. Хороший финик матовый с ровной поверхностью. Я встречала такие финики только в коробках, вот примерно в таких. На развес хороших не встречала. Так что здорово, если вам удастся выбрать матовые сухофрукты. Единственное исключение – чернослив. Обычно он обладает слегка блестящей поверхностью. Выбирать его нужно на ощупь, чтобы на поверхности не ощущался слой жира. Третье, на что следует обратить внимание при выборе сухофруктов – это трещины. Если поверхность сухофруктов покрыта мелкими трещинами, то, скорее всего, производитель для их обработки использовал раствор непищевой соды. Но за счет этих трещин бактерии легко проникают внутрь, а вкус и аромат сухофруктов быстро теряются. Обратите внимание, насколько хорошо просушены сухофрукты. Сухофрукты хорошего качества часто бывают очень сухие и сморщенные. Такой метод высушивания позволяет сохранить продукт в течение долгого срока без использования химии. Но бывают и сочные, мясистые сухофрукты, которые проходят по всем вышеозвученным параметрам. Если вам попались такие, то главное проверьте их на предмет плесени, так как за счет большого количества влаги внутри они портятся значительно быстрее своих сухих собратьев. Итак, допустим, вы выбрали идеальные сухофрукты, которые имеют самый невзрачный вид. Матовые, неяркие, сморщенные, часто припыленные. Как их правильно обработать? Конечно, в этом случае самое главное – это гигиеническая чистота. Пока такие сухофрукты дошли до вас, они сушились на земле, пылились на складах, хранилищах и прошли через десятки рук. Поэтому самое важное – тщательно их промыть. Изюм замачиваем в холодной воде на 5-10 минут и тщательно промываем. Несколько раз меняем воду, а в конце промываем проточной водой через сито. Курагу, чернослив и инжир промываем под проточной водой. Желательно каждый сухофрукт промыть руками. Иногда даже внутри него обнаруживается песок, видимо, попавший туда во время извлечения косточки. Финики промываем водой. И в конце обязательно обдаем кипятком. Либо замачиваем в кипятке, если они слишком жесткие и нужно их смягчить. Вяленые бананы или груши промывать не нужно. Достаточно их просто обдать кипятком. Если же вам не удалось найти настолько невзрачные сухофрукты, то, скорее всего, они для сохранности и красивого внешнего вида были обработаны сернистым газом. По некоторым данным, растворяясь в воде, он превращается в слабый раствор сернистой кислоты.
а она раздражает слизистые оболочки нашей пищеварительной системы. Чтобы избавиться от следов серы, нужно просто замочить сухофрукты в холодной воде на 20-30 минут. Сера поднимается на поверхность и потом просто сливается в раковину. После вымачивания сухофрукты нужно тщательно промыть и обдать кипятком. Если вам попались сухофрукты с жирной глянцевой поверхностью, то кроме уже озвученных процедур, нужно несколько раз промыть их кипятком. Но даже при таком тщательном промывании иногда жир полностью не смывается. Я думаю, это повод больше не покупать такой продукт. Отдельно расскажу про сушеную клюкву. К сожалению, ее лично я не встречала в натуральном виде. Она, как правило, идет с сахаром и другими добавками, поэтому не вижу смысла покупать ее в качестве натурального продукта. Друзья, как видите, все просто. Надо лишь знать некоторые правила выбора и обработки сухофруктов. Если вам это видео было интересно и полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока!